побачити справжні дива, просто озирнись навколо. Якісний 4G там, де ви. Київстар. Швидкість мобільного інтернету номер 1 в Україні. В целом проект очень крутой, он дает дорогу молодым, он дает возможность создавать игроков нового формата, переходить, знаешь, переходить от такого легкого увлечения киберспортом в более профессиональный формат. То есть то, чего не хватает сейчас именно киберспорту, это чтобы он был похож больше на спорт. И этот проект этим и крут, что он дает возможность создавать таких игроков и находить их в первую очередь. Мы получили готовый концепт, да, некоего кемпа, который мы можем использовать действительно и в других дисциплинах. Сложно сказать, у нас динамичная индустрия, киберспорт в целом. Что-то обещать, гарантировать не буду. Возможно, летом запустим еще один кемп по КСу. Есть вероятность, что мы захотим либо добрать, либо усилить состав Junior. По другим дисциплинам, честно говоря, пока большого смысла не вижу. Дота слишком рандомная на текущий момент дисциплина именно с точки зрения построения команд, клубов и отношения игроков к клубам. Вот. Но также исключать не могу. Мы нашли много талантливых ребят. По факту мы забрали, наверное, всех самых лучших молодых игроков СНГ, которые не на контрактах. Мы выбрали, в принципе, 7 человек, которыми я доволен. Им, конечно, есть где работать, и это еще очень много работы. Но виден курс, куда им надо двигаться, как мы вместе будем двигаться. И я думаю, что мы проделали отличную работу на протяжении этих 3 месяцев. Я со всеми ребятами успел познакомиться, я был несколько раз у них с лекциями, мы там в футбол играли, на йогу я к ним приезжал. Эти ребята — это геймеры уже нового поколения, которые, как мне кажется, прочувствовали уже эту связь между физическим и ментальным, и надеюсь, что будут продолжать работать над 2 аспектами своей карьеры профессиональной. Состав отличный, все ребята очень амбициозные, это самое главное, они целеустремленные. И я очень доволен тем, что прошли именно эти ребята. И думаю, у них все будет очень круто. Честно, даже превзошел мои ожидания и в целом ожидания клуба. Очень довольны и тем, как прошел проект, и результатами, и отдельными ребятами. Понятно, что это только начало, да, то есть сейчас ребята уже на несколько турниров заинвайчены, в частности, это СНГ турниры пока, но также мы планируем и проходить квалы на более, такие традиционные мировые ивенты, в которых не будет принимать участие основной состав, но в целом общем очень доволен. Им всем абсолютно нужно работать над одними теми же вещами. То есть им всем не хватает понимания игры. То есть у них мозг работает отлично, быстрая идет обработка информации в игре, но для того, чтобы принимать правильные решения, им нужно обладать правильным опытом, знаниями. Потому что без этих знаний ты не можешь принять правильное решение. Поэтому им нужно просто больше играть, анализировать, разбирать вместе с тренером. Все остальное у них есть. У них есть желание, у них есть игровые навыки, и есть рутинные вещи, и у них с этим проблем вообще никаких нет. То есть отработка гранат, каких-то конкретных элементов других раундов и так далее, и так далее. То есть это все рутинные вещи, которые ленятся делать многие игроки, даже из про-игроков. На текущий момент мы планируем оставить это как Na'Vi Junior и будем играть все возможные турниры, куда будут приглашать, и также те турниры, где не будет участвовать основной состав. На сегодняшний момент, мне кажется, это оптимальный вариант, чтобы не терять возможность влиять как-то на них, на их воспитание и становление.
Тем не менее, мы не будем отбрасывать никакие варианты дальнейшие, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация, ну, хотя бы с точки зрения ограничений, которые есть у молодежного состава, и насколько это критично будет для ребят. Пока не критично, пока они понимают, что они получают в Нави очень много и готовы пожертвовать возможностью играть на минорах-мажорах. Хватать сейчас все турниры нету смысла, потому что как бы за лето мы работали с личностями в первую очередь, и они научились игровым моментам, но, скажем так, определенную структуру мы не ставили для команды, и она начнет ставиться вот только вот сейчас. Буткемпы, если нужны будут, конечно, мы организуем, но пока что они нам не нужны. То есть мы пока будем в онлайн-лиге, конечно, если ребята куда-то пройдут, милости просим в Киев, мы всех примем, проведем. А так мы начнем пока с онлайна полностью. Очень рад, что ребят уже пригласили на несколько ивентов, и, честно говоря, сам в предвкушении жду проверки боем. Знаю результаты праков, они такие оптимистичные. Мы не играли, конечно, с топ-коллективами, но с крепкими середняками тренировались. И в целом мы выигрываем очень много кланваров. Ну и надеюсь, что в турнирном режиме ребята тоже не подведут, хотя это не критично, да, мы понимаем, что это путь, что сейчас они на этапе только становления, и как личности, и как игроки, и как команда, и как механизм, но внутри очень хочется, чтобы они показали свой потенциал хотя бы.